больше. Пушить, прожить, драйвить. Новый Havail Jolion. Больше пушить, рашить, драйвить. Всем привет, ребята! Мы продолжаем снимать обзоры на прошедшие игры. Сегодня мы играли против команды Gambit. Крутая игра была. Карта Vertigo. За последний месяц у нас статистика: 7 раз мы выиграли, 2 раза проиграли. У Gambit 6-2. Я сегодня позвал Кикерта, своего братана, чтобы он со мной пообщался. Я ему покажу пару моментов, он дал свои комментарии. Как ты, братец? Нормально все? Отдохнул? Отдохнул, но все равно обидно после игры. После игры обидно, да? Да. Ну, бывает. Ну, крутая же игра была. Ну, Много клатчей было. много клатчей, много интересных ситуаций, там, много бесшансовых ситуаций, много ошибок, что от их стороны, что от нашей, но все равно из-за того, что в конце мы проиграли, она вышла обидной по ощущениям. Ну да, есть такое чуть-чуть. Ну ничего, нормально, давайте буду показывать моменты. Ой, Ты же уже был у меня в гостях, правильно? один момент я точно знаю. Давай. До этого они фейковали, пошли на Б. Да, пошли на Б, Мгм. там большие размены. Ага. Вот, и был какой-то Б-раунд, какие-то там размены. По итогу мы там круто Мгм. разменялись, там было 2 в 1 или 2 в 2. И по итогу остается Шира. Мгм. И его долго уже на Б нету. Я начинаю уже заранее понимать, что что-то тут неладное. Скорее всего, он типа перебежал на А. И так по итогу и происходит. Типа я выиграл по позиции, там, прочитал его. И это, наверное, была первый раз такая ситуация у меня в жизни, и она произошла на мейджоре, что я не знал, что если человек ставит бомбу вот так на дефолте, прям, ну, дефолтно, то, залазя на позицию этого хедшота, ну, на эти ящики, ты не видишь террориста, потому что, когда он ставит бомбу, он, ну, нагинается, его Да. моделька становится меньше. А обычно, когда туда залазишь, ты видишь, ну, террориста там, ну, просто с калашом, с Ну, ганом, как так будто спокойно сидит, сидит, да? такой цыпленок, и ты просто его расстреливаешь, и все, ты довольный. А тут он ставил бомбу. И когда я стрельнул Вот, там давай первые посмотрим, 2 да, пули, модельку да, такую. вот, пауза. Мгм. Вот, я стрельнул, типа, первые 4 пули, я в этот момент понимаю, что какая-то фигня. Я не попадаю. Я не попадаю, не засчитывает. И все, типа, я должен упасть. И по итогу я падаю. И начинаю в него спреить. Да, он И достает. я бы не сказал, что я даже промазал какие-то пули. Вот с моего экрана это выглядело, что я по нему стрелял, но уже на 4-ю пулю он поставил там бомбу. Когда бомба прошло, он развернулся и просто дал мне с первой тэка. И все. Хотя, чтобы поставить, ну, дальше он убьет Марика, и типа весь раунд на мне, что я так. И в плане экономики это было. И в плане экономики это было очень обидно. Но на тот момент я, если честно, ну, все меня поддержали, но я в голове сам не расстроился, потому что я понял, ну, с кем, Следующий раунд с ты кем не бывает. разозлился и с дигла троим раздал, я видел, да. Я убил-то 3, но просто это был именно опыт ситуации, что никогда у меня такого не было, что я не знал, что там бомбу не видно, и ну, просто произошло именно на турнире мейджор. Но я рад, что это не произошло там в каком-то финале или плей-оффе, и, типа, это не было на 14-14, что все равно после этого раунда, типа, игра не закончилась, Да, начало все игры было в было. наших руках. Ладно, забудем этот момент, все прошло, уже не вернем. Да, ну, опыт. Опыт, да. Опыт. Ребята, Париматч запустил сразу 3 акции для всех зрителей мажора. Можно получить фрибет $10 на счет, можно участвовать в рейтинге с призовым фондом $80 000, а можно выиграть оплаченную поездку в Лондон на матч Челси. Подробности в закрепленном комментарии. Поехали. Следующий момент. Это вот, когда Нафаня убил и Киндера. Потом Против- он убил меня. Про тебя инфа была? В самом начале мы там прокрались на А, убили Шира, сделали 5-4 и решили там, ну, фейкануть Б, чтобы наши, фейкануть А, чтобы наши там трое пошли под Б, и, типа, суть была просто, ну, фейкануть, типа, вдвоем мы тут палим все, что мы уже в упоре, у них шок на лане, они там стягиваются, и по итогу мы ловим на Б. И, типа, так получилось, что Марика он проверяет, убивает, я ему уже кидаю огонь, он снова открывается, меня убивает, ну, потому что я вне позиции, я там доставал огонь и только свитчу ган. Он меня убил, и дальше будет, типа, шоковый момент, что мы идеально зайдем на Б, там как-то разменяемся, и по итогу будем 3 в 1. Да. И Хоббит чуть не заберет этот клатч. И сейчас я точно скажу, что там будет. Почему Хоббит чуть не взял в клатч. Где мы так профукались, что что-то пошло не так.
Грамотно зашли. Грамотно зашли, типа они не ожидали, шок словили, типа, что это такое? На фоне словили, и все, 3 в 1. Аба идет ретейкать. Жека поставил бомбу, вон мы видим 5 или какая цифра, Да, это да, Жека. И он на какой-то момент сказал, что он взял, эта позиция у нас называется Guardian, ну можно сказать 9, Да, но я тоже на Guardian. эту позицию, да. Все, он сказал, он взял Guardian, и какая-то информация, типа Жека говорит, я его загоняю. И похоже, эта информация не прошла, и так получится, что он начнет рубить наших. Да, и флит спалился. Да, еще. и флит спалился, тут уже в тесте говорится, он меня спалил, Жека понимает, что сейчас там будет шок, он возвращается, он возвращается, убивает там Женю и остается против Жеки в клатче 1 в 1. Ага. Все, он остается против него в клатче, и слава богу, Жека убивает его. Ну, это, блин, вообще... Ну и после этого раунда было сказано, типа, парни, аккуратнее, потому что мы все равно тут даже не важно, типа, если бы мы, ну, условно, мы проигрываем раунд, это опять минус экономика, а тут мы 2 гана слили, это также минус экономика, и, типа, можно считать, что как проигранный раунд. Если бы мы тут выжили втроем, то от этого было бы гораздо больше пользы, чем если бы мы его загнали и там потеряли ганы, а тут он пошел сам ретейкать нас. И вот, на самом деле, вот для меня самый обидный раунд. Это Обиднее, чем мой, да, этот раунд. Да. Очень много Что здесь происходило решал. вообще в TeamSpeak? Вы на последних секундах заходили. Предыстория. Если я мертвый, я помню этот раунд. Вы на 25-й секунде заходили на план. Даже типа позже, может на 20-й заходили. На 20-й, да. Предыстория, в меня попадает огонь, и типа я по текстурам вижу, что я не горю. Ага. И он как-то начинает разгораться невидимо, я начинаю гореть. Я разгорелся на 10, ну, до 10 хп, все, я красный. Обычно я там, ну, захожу рукав, там беру дуэль под гранаты, туда все. Но я прогорел до 10 хп, и на фане берет против меня дуэль. Он меня убивает, мы 4 в 5, и мои пацаны уже на 13 секундах, ну там, типа, торопятся, бегут уже как джунгары. И все, трейды, Ага. и по итогу мы 3 в 3. И Да, типа, вот. все хорошо. Да, поставили бомбу. Тут будет обидно, что кто-то из них до этого ошибся, он залазил на этот бокс, ну, на который я тогда залазил, Ага. и типа Жека по нему промажет Сайка первый раз. И Ага. тут диффузится бомба. Мы И вы знаем, не понимаете, это фейк или не фейк? да, мы не понимаем, фейк или не фейк, потому что лан, там звуки, непонятно, и ну, по итогу он не фейковал. И мы сразу сказали, что один наверху, Тиму разменяли, и я смотрел именно в этот момент за Жекой. Я почему-то был в тот момент так уверен, что все, он сейчас его убивает. Он Они 1 в 4-2 1. до этого забрали, он там всех с этой же Да, позиции убил. все. Да. Он 1 в 1, и сейчас будет клатч 1 в 1. Но он не убивает, промахивается. И я расстроился, потому что по экономике это был очень важный раунд. Потому что следующие раунды вы взяли 2 АК и у вас пистолеты. 2 были, АК, и будем с пистолетами, но там тоже была идея, нам снова не повезло. И обидная, короче, игра, там микромоменты хорошо заходили, но где-то просто не доиграли свои ситуации, потеряли ганы, и ну как-то так. Ну да, сегодня у нас была ранняя игра. Мы закончили, Да. пошли тренироваться. Вы сейчас готовитесь к игре. Да. Вы не знаете, с кем вы играете. Ну, примерно соперники есть, это либо Энс, либо Маус, но я как игрок пока не знаю, кто будет. Через 2 минуты, кажется, у вас уже праки Да, у начинаются. нас уже сейчас так что праки идет. я тебе не буду мешать. Спасибо тебе, что пришел. Не расстраивайся. Бывают такие раунды, бывают такие игры. Самое главное, ты мужчина, который со всеми проблемами справляешься. Спасибо тебе, что ты есть вообще. Спасибо тебе за твои добрые слова. Красавчик. Давай. Все, иди, беги.